lesson, like others before it, is not recorded in the book. Итак, это занятие наше сегодняшнее подобно и нескольким предыдущим занятиям не занесены в ваши учебники. So you need to be prepared to take the notes that you like. Поэтому готовьте свои письменные принадлежности, чтобы вы могли заметки кое-какие делать, если вам понадобится. И в будущем, когда мы все вот эти уроки переведем в письменном виде, мы попытаемся издать приложение, чтобы у вас у всех было приложение. Но сейчас будете полагаться на свои заметки. Итак, тема нашего занятия сегодня – это борение с Господом. In the New Testament, Jude tells us to contend for the faith once delivered to saints. И Иуда в Новом Завете, от книги Иуды, нам дается наставление бороться за веру. And we're going to see what that's all about tonight. И мы с вами посмотрим сегодня, что же это такое. And we're going to read again the story of Jacob. И мы вновь обращаем свое внимание к истории Иакова. We'll turn to the 32nd chapter of the book of Genesis. Поэтому отрывок, который мы будем читать, находится в Бытие в 32 And we главе. begin reading with verse 22 and read through 28. И мы зачитаем с 22 стиха по 28. «И встал в ту ночь, и, взяв 2 жен своих, и 2 рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок в брод. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? И он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И 29, давайте еще захватим. Спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: ну что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Now, when men in the Bible, like Abraham, Isaac, Jacob, those men that fill the Bible, и великие мужи Божии, такие как Авраам, Иаков, Исаак, те, которые просто наполняют Библию своими великими делами, они собой представляют просто человеков вообще. И события, подобно тому, которое мы зачитали, которые являются частью их жизни, эти события очень важны для нас с вами, для тех, которые подвязались идти с Господом. Потому что в жизнях этих людей, которые представляют собой просто классы людей, и в различных событиях, которые происходили в их жизни, сокрыты некие образцы, по которым Бог работает со своим народом. И вот отрывок, который мы зачитали, который описывает о встрече Иакова с Господом, это представляет собой ситуацию, которую иначе можно назвать высшим кризисом жизни. Это происходило так с Иаковом. И подобное произойдет с любым мужем, с любой женой Божией, которых Бог вообще будет использовать как-то. Итак, здесь у Иавока Бог сталкивается в таком столкновении и борении с Иаковом. И борение достигает апогея, потому что Иаков вступает в битву с Богом. И, по сути дела, не просто с Богом, но и с призраком собственного прошлого пришлось бороться Иакову. А почему? Потому что ему пришлось посмотреть на свою собственную сущность, которая была знаменована годами заблуждения. Но именно вот у Иавока ему пришлось столкнуться с самим собой. There he is exhibited to us both as Jacob and as Israel. И вот здесь мы сталкиваемся с ним, и он представлен нам и как Иаков, и как Израиль. The first name represented what he was. Потому что первое имя отображает то, кем он был. And the second name representing what he had become. А второе имя отражает то, кем он стал. Now the central issue and the most element
the critical element that lies at the heart of the story И, наверное, самым центральным элементом, критическим элементом, который составляет ядро всего послания, is Jacob's wrestling and contending with God. это само борение Иакова с Богом. That all-night contest was a turning point of his life. Вот это ночное состязание Иакова с Богом являло собой поворотный момент в жизни Иакова. From this night on, Почему? Потому что с той ночи и далее Jacob's faith would not be merely based on promises and commandments, Иакова вера отныне не просто покоилась на обетованиях и заповедях, but would be based upon a personal encounter with God Himself. но вот отныне, с того момента, с той ночи, вера Иакова покоилась на личном общении и на личной встрече, которая была у Иакова с Богом. An encounter that would change his life forever. Это та встреча с Богом, которая навсегда изменила жизнь Иакова. Jacob lost the battle that night, but in losing he won. В ту ночь Иаков потерпел поражение, он потерял свою победу, но тем не менее через вот эту потерю он приобрел нечто. He left that conflict with a new name which represented a new character. Он приобрел новую жизнь, он приобрел новое имя, что знаменовало новую сущность его. With his defeat came surrender. Потому что с его поражением пришло и подчинение. A surrender that brought a new identity and a new man. И вот это подчинение принесло ему новую сущность и даровало в нем нового человека. Now from this you and I here today И вот с этого, опираясь на эту историю, мы с вами сегодня learn that God will engage us in honest struggles. можем научиться тому и познать то, что Бог непременно приведет нас вот к такому столкновению. We too may wrestle with the Holy One. Это будет абсолютно искреннее такое состязание, и нам тоже, возможно, придется состязаться со святым. There are times when we must wrestle with И Him. возникают такие времена в нашей жизни, когда нам просто приходится бороться с Богом. And it is out of these intense struggles with the dealing and activity of God in our life И именно вот из такой интенсивной и напряженной борьбы, и вот из таких напряженных встреч с Господом, которые происходят в нашей жизни, that produces the ministry that God is after. и рождается то служение, которое угодно Господу. So I want to look at a brief summary of the events that led up to Jacob's dream at Bethel. И поэтому мне хотелось бы посмотреть на такой общий обзор событий, которые предшествовали сну Иакова в Вифиле. Prior to his coming to this place of Jabbok. И что произошло до того, как он подошел к тому месту, где произошла встреча с Богом, к месту Иавок. If you've read the story, Если вы читали историю, you know he entered into a conspiracy with his mother. вы, наверное, помните, как ему пришлось вступить в заговор со своей матерью. Deceived his father and stole the birthright. Он обманывает отца и крадет право первородства у When брата. everything was settled, he walked away with his brother's birthright and blessing. И когда все было решено и все встало на свои места, в конце концов Иаков покидает отчий дом с правом первородства. Esau sold his birthright. Исав продал свое право. It is true Jacob stole the blessing and the birthright, but Esau sold it. И правильно говорить совершенно, что Иаков украл право первородства и украл благословение отцова, но тем не менее точно так же и справедливо говорить, что Исав сам продал все это. And in all of this you see the reflection of the character of this man Jacob. И вот во всем этом вы и видите сущность, которая отображает характер Иакова. And when men talk about self, they talk about a Jacob nature. И когда люди говорят о себе и о своем «я», то они по сути говорят об Иаковой сущности. And in all of this you see that nature. Потому что это сущность обманщика, и во всем этом вы видите то, что произошло. I know it's kind of an offensive word to you. Я знаю, что это слово иногда бывает таким оскорбительным несколько. But to deceive his father, Но вот обмануть отца, he put the skin of a goat on his arm and head. помните, когда описывается, что он свое тело прикрыл козлиной шкурой, Esau was a hairy man. потому что Исав был волосатым человеком. And goat always represents that which is not God. А козлиная или козел – это всегда символ того, что не Божье. And you see the character of this man
Jacob in all of И this. вот, будучи покрытым козлиной кожей, мы и видим его таким, кто он был на самом деле. И что же за сущность этого человека? But in the stealing of that blessing, you see the manifestation of the heart of Jacob. Ну и вот во время этой кражи благословения и открывается суть его сердца, сердца Иакова. Why should he go to such length and personal risk to acquire the blessing and the birthright? Зачем ему нужно было пойти на такой риск и вообще пойти на такое? Только ради того, чтобы украсть право первородства. Because beneath all of that carnality of Jacob, there was a hunger for spiritual things. Почему? Потому что за всем вот этим плотским поведением Иакова все равно в глубине сердца был сокрыт голод о духовном. And without that, no man, no woman gets anywhere with God. И вот без этого голода ни один муж и ни одна жена не продвинется никуда с Богом. People whose only desire is to go to heaven. Люди ничего не добьются с Господом с таким отношением, потому что если у них единственное желание попасть на небеса, May or may not get there. они могут попасть, могут не попасть. But there'll be very little value to God on this earth. Но они будут очень малоценны для Господа на этой земле. It is those people with such a desire Почему? for spiritual. Потому что только люди, в которых горит желание о духовном. When I was in Moscow at a prayer meeting one morning, Угодный Господу. Однажды в Москве я был на одной молитве, the Holy Spirit spoke to me. и Святой Дух говорил с моим сердцем. He said, men who want money И Он сказал, люди, жаждущие денег, will do anything to get money. они пойдут на все что угодно для того, чтобы получить деньги. Preachers who only want to crowd the people Потому что проповедники, которые беспокоятся только о том, чтобы созвать побольше толпу, will do anything to get that crowd. они пойдут на все что угодно только для того, чтобы народу побольше собрать. They'll bring a circus into the Они цирк в церковь приведут. clown. Они клоунов в церковь заведут, кого угодно приведут, только чтобы толпу привлечь. But he said to me, Но Святой Дух сказал мне, that heart that really wants me то сердце, которое на самом деле хочет меня, will sacrifice anything. оно пожертвует всем чем угодно только для того, чтобы заполучить меня. And if he doesn't understand the way, И если это сердце не понимает моих путей, he'll wreck himself looking for me. он все равно пожертвует всем собой только для того, чтобы найти мое лицо во всем этом. People have been known to be so physically hungry Потому что есть люди, вот когда мы говорим о людях, которые испытывают жуткий физический голод, that they literally ate the bark off a tree. и в таких случаях известна ситуация, когда люди грызли кору деревьев, потому что у них были сильное очень чувство голода. And in his hunger for God, И вот в этом голоде по Божьему he didn't understand that that birthright was his, Иаков не понимал до конца, что право первородства принадлежало ему. because God had decreed before he was born that the elder would serve the younger. Потому что Бог с самого начала поставил, что старший будет служить младшему. Jacob's flight from Esau that night brought him to Luz. Итак, а после этого Иаков бежит от Исава, и он приходит к месту, которое называлось Луз. Where he had the vision of God. И там у него было видение от Бога. That was his first real encounter with the Almighty. И это была его первая настоящая встреча с Всемогущим. Up to that point, it's just the law, Потому что до того момента, у него просто было понятие о Боге как о Господе, просто о каком-то законе или о But заповедях. that night at Luz, Дальше, чем это, он Бога не знал, но в ту ночь в Луз Jacob had an encounter with the Almighty. Бог испытывает личную встречу с Всемогущим. But though Jacob met God at Luz, at Bethel, И несмотря на то, что Иаков встречается с Богом в этом местечке Луз, который впоследствии был назван Вифиль, for the next 20 years he's totally ruled by that old nature. последующие 20 лет он все равно был водим ветхой плотью своей, ветхой сущностью. But 20 years after Bethel, Но 20 лет спустя, после встречи в Вифиле, Jacob came to Jabbok, where we read of here. Иаков и оказывается возле места Иавок. Это то, что мы прочитали в Бытие в 32 главе. And at Jabbok, the experience of Jacob is different than the experience he had at Bethel. И вот в местечке Иавок встреча с Богом у Иакова была абсолютно отличная от первой встречи. At Bethel, Потому что в Вифиле Jacob had a revelation of God, при первой встрече Иаков получает просто откровение о Боге. but at Jabbok, Но в
в местечке Иавок Jacob had a personal encounter with God. это было не просто откровение о Боге, это была личная встреча с Богом. And this encounter didn't come in a dream. И эта встреча, она была отнюдь не похожа на какое-то видение. It came in a wrestling with God that wrenched his thigh out of Jacob. Это было не просто откровение какое-то или видение, это была такая встреча, которая была состязанием. И это то, что оставило его хромым на бедро, потому что у него было вывихнуто бедро при этой встрече. After the dream at last, Jacob named the place Bethel. И после того, как у него было видение в местечке Луз, Яков называет это место Вифиль, Which means the house of God. что обозначает Дом Божий. But after the encounter at Jabbok, Но после второй встречи, которая произошла в местечке Иавок, he named the place Peniel, the face of God. это место было названо Пенуэль, что обозначает лик Господень. At Bethel, his old nature is still in control. Почему? Потому что в Вифиле у него его ветхая плоть и ветхий человек по-прежнему контролировали Иакова. But at Jabbok, self is broken. Jacob was transformed, given a new name. Но в местечке Иавок это его ветхая сущность, его я было сокрушено. Иаков сам был сокрушен. Ему была дана новая сущность и новое имя. Now, if Bethel is a place of conversion, И если Вифиль это место обращения его, then Jabbok is a place of consecration. то Иавок это место его посвящения. Jabbok is a place of struggle, of empty. Потому что Иавок это место борения, это место опустошения. It was certainly the place of self-emptying for Jacob. Это как раз было то место, где Иаков должен был высвободиться от себя самого. He's emptied of self. Jacob died that night. Потому что в эту ночь Иаков сам умер. Иаков умер, он был опустошен от своего собственного «я». He's stripped of all self-reliance. Потому что он лишил себя вот этой умения полагаться на He себя. is exposed and he's chained. Самоуверенность свою ему пришлось отставить в сторону. Вся его сущность была разоблачена, и он был преображен. Jabbok was a place of struggle for Jacob. Итак, Иавок это было место борения для самого Иакова. It was a place of the ultimate struggle. Потому что это было место, в котором борьба с ним самим в нем достигла апогея. Because in reality, Jacob struggled all of his life. Потому что в реальности Иаков, в принципе, проходил через какие-то невзгоды и борения постоянно всю свою жизнь. Even in his mother's womb, Даже в чреве матери своей. he struggled with Laban and Esau and prevailed. И затем у него было борение с Исавом, и он одержал победу. But at Jabbok, he met his match and was overcome. Но как раз в местечке Иавок ему пришлось встретиться с равным, и он был одолен. So at Jabbok, we move from the house of God to the face of God. Итак, если сначала первая его встреча состоялась в местечке, которое называлось Вифиль, и что обозначало Дом Божий, то второе это было лик Божий. Where we go beyond conversion to consecration. Потому что вот в этом месте все пошло дальше, чем простое обращение, потому что там все пришло к посвящению. Jabbok is a place of prevailing prayer. И Иавок это место борения в молитве. All of God's working with Jacob all through those years Потому что в течение всех этих лет вся Божья работа с Иаковом was to bring him to the experience of this one night. состояла в том, чтобы привести его к переживанию, которое он испытал вот той ночью. And every Jacob that's hungry for God И всякий Иаков, который воистину жаждет Божьего, will be brought to Peniel. который воистину взалкал о Божьем, он будет приведен в такое место, имя которому Пенуэль. Now at this particular point, there was now a new resident within Jacob. И вот в этот конкретный момент и произошло, что в Иакове произошло внутри него изменение. There was the essential attitudes and mindset that enabled him to contend with God. Потому что в нем была такая суть его помыслов и суть его всей внутреннего настроя состояла в том, чтобы бороться с Богом. Now from Jacob's encounter with God, И вот из этой встречи Иакова с Богом you and I in this room мы с вами здесь that присутствующие, said we really want to be for God. те, которые на самом деле сказали, мы хотим работать для Господа.
Well, from him we can recognize the ingredients we must possess Вот, опираясь на эту историю, мы можем посмотреть, что же необходимо иметь нам, if we're truly to contend with God. если мы воистину подвяжемся в эту борьбу и состязание с Богом. In Genesis 32, В 32 главе Бытия there are set forth certain conditions мы находим определенные условия, that are absolutely required if you prevail with God. которые абсолютно необходимы, если вы собираетесь состязаться с Богом. And unless you prevail with И God, если только вы не вступаете в такое борение, your life is going to be one of indecision all of your life. ваша жизнь всегда будет полна нерешительности от начала до конца. Now, as you see these elements build into a climax, И когда вот вы посмотрите, как все эти различные элементы достигают своего апогея, bringing Jacob to the place where he actually wrestled with God. когда все это настолько на самом деле накипело и накопилось, что в конце концов Иаков был вынужден вступить в это борение. You will truly learn the secrets of prevailing prayer. Когда вы осмотрите, что же это такое, то вы тогда воистину поймете секрет борения в молитве. Without which you'll never truly become all he wants you to become. Или секрет настойчивой молитвы, потому что незнание этого всегда не позволит вам стать тем, кем Бог хочет вас Now, the видеть. first prerequisite for prevailing prayer Итак, первое необходимое требование is the pursuing of reconciliation. – это преследование примирения. Now, Jacob sent messengers to Esau, Итак, мы знаем, что Иаков посылает дары и посылает посланников Исаву in an effort to reconcile what had happened 20 years для ago. того, чтобы примириться с братом и попытаться каким-то образом сгладить события, произошедшие 20 лет до этого. Now, you and I also must have a mindset of reconciliation if we're to prevail with God. Поэтому, если мы с вами рассчитываем на то, что будем вступать в настойчивую молитву и борение с Господом, мы должны быть рассчитаны и мы должны настроиться на примирение. Forgive us our trespasses, Потому что, когда мы приходим к Господу в молитву, говорим, прости нам as we грехи наши, forgive those that точно trespass так же, against как us. мы прощаем должникам нашим. Must be more than words. То есть примирение, оно должно быть больше, чем слова. That must be the heart. От примирения оно должно исходить из сердца. Sometimes we need to be reconciled with people. Потому что иногда это примирение с людьми, оно чрезвычайно If необходимо. you got aught against a brother or sister, Если Писание говорит, если что имеешь против брата своего have to или go. сестры, вы должны пойти к they ним. may not accept you, Возможно, они вас не but примут, it doesn't matter. но это не имеет The значения. fact that you went Потому что сам факт того, что вы подходите к нему, clears everything with он God. все и проясняет But if a brother has ваши aught отношения against с Богом. you, Если у какого-то брата или сестры есть что-то против вас, then you still have to go if he won't come. тогда вам все равно нужно идти, даже если он сам не подойдет There первым. must be this reconciling with people. То есть первый шаг – это стремление к примирению. And always we need to reconcile with our past. Примирению с людьми и примирению со своим прошлым. That is to come to terms with yourself. То есть нам приходится примириться с самим собой. And that may come as a revelation of being weighed down with baggage from the past. И иногда порой это является настоящим откровением для нас, когда мы осознаем, какой же все-таки жуткий груз прошлого мы несем на своих плечах. Dragging with you things that happened before you ever И came. порой мы просто на самом деле волочем этот тяжеленный груз того прошлого, которое произошло, и всех тех событий, которые произошли с нами еще до того, как мы пришли к Богу. That was settled when you were born again. Знаете, что все это было решено в тот момент, когда вы были рождены свыше. I told you how in Peru with 300 born again. И я говорила вам уже свидетельство того, что произошло в Перу, когда там было 300 человек, спасенных свыше людей. They're the graduation of that school. Те, которые были выпускниками моей школы в And Колумбии. what the National Geographic said the worst prison on И earth. то, что Национальное географическое общество называло самой ужасной тюрьмой на Земле, Murderers, rapists, terrorists, там, где собрались, наверное, самые жуткие убийцы, насильники men who had been reduced to less и than animals. преступники, те, которые вообще пали ниже уровня Now животных. totally changed. Они были полностью преображены. And I said to them, И я им сказал,
You came here because you were a criminal. Я им говорил, вы попали сюда, потому что оказались преступниками. But you're not here now for that. Но отныне вы здесь не поэтому. You're here in the will of God. Отныне вы здесь по воле Господа. Heaven has no record of what you did. И на небесах более нет никакой записи, и более нет никакого упоминания о том, что And вы it has совершили в no прошлом. record of you before that blood was applied. И вот все того, что произошло с вами до момента окропления крови, No matter what happened, исчезло. И не важно, что it's произошло. past, it's Знаете, gone. что это прошлое, что это ушло. And you're going to have to come to grips with that, or you'll always be full of И that. вам придется с этим разобраться, с этим примириться и забыть, иначе вы всегда будете чувствовать себя истощенным грузом этого прошлого. I know some people have certain sins they don't believe the blood takes care of. И я знаю, что у некоторых людей у них возникает такое заблуждение, что есть определенные грехи их прошлого, которые кровь не способна омыть. But with other people it's not so much sin and unrighteousness, but circumstances of life. А с другими же людьми получается, что их беспокоит не столько грех или неправедность, сколько вообще обстоятельства их жизни. Difficulties you've gone through that have affected your life. Какие-то невзгоды в вашем прошлом, которые очень сильно повлияли на вашу жизнь. And though it happened years И ago, несмотря на то, что это произошло годы назад, it still carries those emotional это scars по-прежнему наносит какие-то эмоциональные раны вам на сердце. because you're allowing that part of that old man to live. Остаются шрамы после этого эмоциональные только потому, что вы позволяете вот этому ветхому человеку жить. And to really contend with И God, когда мы говорим о состязании или о борении с we Богом, must be ready to confront whatever is there для того, from the чтобы past. вступить в такое борение, прежде чем вступить, мы должны уметь примириться со своим прошлым. There is no curse from the past on the new creation. Потому что знаете, что в новой твари и для нового творения нет никакого проклятия, принесенного из прошлого. Created in Потому что righteousness. говорится, что это новое творение, оно сотворено в праведности и истинной святости. What was past is И past. все то, что было в прошлом, уже ушло. Don't carry it around. И более не God has носите made you это с free. собой, не таскайте это за собой, потому что Господь освободил вас от этого. But second, we have to confront the principle of confronting fear. И второе, что с нами происходит, у нас есть такой принцип, который нам необходимо исполнить. Это нам приходится посмотреть лицом к лицу чувство собственного страха. Said the messengers came back to Jacob. Почему? Потому что в истории с Яковом говорится, что посланники вернулись к нему. Said, we came to your brother Esau, and he's coming to meet you, armed with 400 И men. сказали ему, что мы встретились с братом твоим Исавом, но он восстал против тебя и идет против тебя с воинами, с армией в 400 человек. And verse 7 said Jacob was greatly distressed and afraid. И 7 стих говорит, что Яков очень испугался и смутился. He tried to reconcile with Esau, Он пытался примириться с Исавом, but Esau wouldn't но reconcile. тем не менее Исав сам не хотел примириться с The ним. messengers come back И after taking the gift. посланники, унеся дары Исаву, возвращаются к Якову и говорят, Исав идет на тебя с армией в 400 человек, And he's going to kill you. и он собирается тебя убить. From all appearance, you've got another Cain and Abel story in the making. И даже вот история Каина и Авеля точно так же применима здесь. Jacob is afraid. Потому что в таких ситуациях, вот Иаков, посмотрите, он испугался. And if he's going to prevail, he must confront that fear. И если он рассчитывает на настоящее борение, он должен победить в себе этот страх. That fear's driven him for 20 years. Потому что этот страх гнал его 20 лет. Now, if I want God to work in my life, Страх столкновения с братом. Если я хочу, чтобы Бог работал в моей жизни, I must accept the fact I'm going to face some things that distress me. то я должен принять тот факт, что будут такие вещи, такие обстоятельства, которые будут пугать меня и смущать меня. We don't pray for God to act, then retreat to some safe place and watch Him work. Вот мы не молимся, чтобы Господь действовал, а потом отступаем в какое-то укромное местечко, чтобы посмотреть, как Он за нас будет воевать. Нет ведь? The work will come through me. Потому что, когда мы молимся, чтобы Бог действовал, мы знаем, что работа придет через меня, она придет через вас. You must birth the life, Поэтому вы должны родить этот or else свет, it's not going to happen. иначе ничего не произойдет. Now, when we enter into that kind of partnership with God, Итак, когда мы вступаем именно в такие как бы партнерские отношения с Богом, we're now in spiritual warfare, то отныне мы знаем, что мы вступили на духовное поле брани. facing things that are frightening. И нам придется столкнуться с тем, что будет пугать нас. I've had so many students И say, так много студентов говорили мне, I don't know what to do. а я не знаю, что делать. God has
birthed in me his life. Потому что Бог, вот Он родил во мне свою жизнь. And I know what he И я wants. знаю, что Он хочет, чтобы я делала. But when I go Но вот back, когда I я know пойду, they're not going когда to я let me. приеду туда, я знаю, что у меня будут противники, они мне не будут давать сделать то, что I я know думаю, what's going Божья on. воля. Я знаю, что произойдет, говорят мне такие Now, люди. I want to be plain here. И я хочу здесь очень просто вам сказать. There is such Искренне. a thing as rebelling against authority. Да, есть такое понятие, которое называется бунт против власти. There is such a thing as going out too quickly. Да, есть такое понятие, как поспешность. But when that heart is ready, Но знаете, что когда сердце ваше and готово, God has dealt with it, когда Бог разобрался с вами and the совсем, system won't let it go, и когда вдруг система какая-то религиозная не отпускает and вас, all of his life it's been taught и всю жизнь учили, that to disobey any part of that что если вы вот вдруг ослушаетесь вот в каком-то вопросе, is anathema. то это будет все вас подвергнуто анафеме. All of Peter's life he had faced that. Посмотрите, Петр сталкивался с этим всю свою жизнь. But now God himself is called, Но сейчас его Бог призвал. sending forth the preach, Бог посылает его and проповедовать. the highest religious authority И самый высший начальник в религиозных кругах said, you'll not preach anymore in his name. говорит: более ты не будешь проповедовать в имя его. He had to face his worst fears now. И вот в такой момент Петру пришлось столкнуться с самыми жуткими страхами, которые когда-либо мучили его. А кого он будет слушаться He said, сейчас? I must obey God. Посему он говорит: мне должно слушаться Господа и подчиняться Ему. There can be no ulterior motives in that. И, наверное, выше мотивов, чем эти, не может I быть. had many preachers leave that church to go preach. I sent them out Было очень много проповедников, которые выходили из моей церкви проповедовать в другие места. as their pastor. И будучи их I пастором, never restrained them, я никогда не ограничивал их. except I talked to them. Я никогда не обуздывал их, за исключением вот того разговора, который у меня обычно состоялся перед тем, как они уезжали. When the call first comes, Допустим, когда наступает время какой-то and конференции, that heart is burning, когда они знают, что просто угли в них горят уже. I knew they weren't ready. Я, допустим, знал, что они, может быть, не готовы. I said, that call is there. И я говорю: уголь у тебя там есть, Sit on that front seat. но ты должен посидеть и как бы разогреть его на переднем ряду. Just as sure as you know God called you, Потому что вот точно так же, как ты уверен в том, что Бог призвал тебя, you'll know it's time to go, ты будешь знать, что пора тебе идти, and I'll know it's и time. я буду знать, что пора тебя отпустить. I wouldn't under no circumstance hold you back from the Lord. Потому что я говорил таким людям, что я ни в каких обстоятельствах и ни при каких условиях не хочу не дать тебе исполнить Божью волю. But when that heart is ready, Но вот когда сердце твое готово, you know you're going to face things, когда вот уголь в тебе до красна раскалился, знаешь, что тебе придется столкнуться and с you have to be willing to confront разными those fears обстоятельствами, и вам нужно будет захотеть и вообще принять решение, решить, разбираться со своими страхами, and say to God, преодолевать их и говорить Господу, whatever the cost, что каковой бы ни была цена, I will do this will. я преодолею вот этот страх, и я исполню Твою волю. Now perhaps the greatest fear may be the fear of failure. И, возможно, самый, наверное, жуткий страх, который одолевает людей в таких ситуациях, это страх неудачи. But you must know Но вы должны знать, that whatever God has called you to do, что все, к чему призвал вас Господь, God will enable you to do. вот для того, чтобы совершить все это, Бог даст вам все необходимое. He will enable you to do it. Он даст все необходимое для того, чтобы вы могли исполнить это. Now if you wait till you feel like you can do it, you'll never go. Естественно, если вы будете сидеть и думать: я буду ждать до тех пор, пока я не почувствую в себе, что я могу это сделать. You have to move beyond your fears and believe. Знаете, что с таким расположением вы никогда ничего не сделаете, потому что страх будет всегда, и вам придется однажды сделать шаг и преодолеть этот страх. If you contend with God, Потому что если вы состязаетесь с Богом, you must be willing to face your fears. то если вы вообще подвержетесь в эту борьбу, знайте, что до этого вам придется переступить через свое чувство страха. But third, И третье, there is that principle of confirming faith. есть принцип вот такой подтверждающей веры. Jacob said, "Oh God of my father Abraham, Иаков сказал: Бог отца Авраама моего, and God of my father Isaac, и Бог Исаака отца моего, the Lord who said to me, return to your country and kindred,
Господь, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, and I'll do well with you. я буду благодарить тебе. Now, this is a promise God made to Jacob in Genesis 31. Это вот то обетование, которое Бог дал Иакову в 31 главе Бытия. God had calling him to go back home. Бог призвал его вернуться домой. And he gave him this promise Он дал ему обетование, that he would go back, he would dwell with you. что он вернется и что он будет обитать с ним. Jacob continued in Genesis 32:10. И 32 глава, 10 стих Бытия. He said to God, I'm not worthy of the least of all of your mercy. Иаков говорит: недостоин я всех милостей твоих And all the truth you've sown, thy servant. и благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. I crossed over this Jordan with my staff, Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, and now become two companies. и теперь у меня два стана. Deliver me, I pray thee, from the Избавь hand of my меня от brother. руки брата моего, For I fear him, lest he attack. от руки Исава, ибо боюсь я его, чтобы он, пришедший, не убил меня. For you said, I'll surely treat you well, Ибо ты сказал: я буду благодарить тебе, and make your descendants as the sands of the и sea, сделаю потомство твое, как песок морской, which cannot be numbered for multitude. которого ты не исчислить от множества. Jacob is praying God's promise to God. Итак, Иаков, он молится обетованием Божьим. He's confronted his fears Он переступил через свое чувство by страха, expressing his confidence, и он выражает свою уверенность, and он standing подтверждает upon the свою promise веру. God made him. Он стоит и держится за обетование, которое даровал ему Господь. God told Jacob to leave Laban Потому что Бог сказал Иакову оставить Ливан, and return to his own country. чтобы он вернулся на родину And свою. God said, I'll be with И you. Бог сказал: вернешься, и я прибуду с Now тобой. Jacob is drawing on that promise God made to him 20 years ago at Итак, Bethel. Иаков опирается и как бы вновь утверждает в себе то обетование, которое Бог дал ему 20 лет назад в Вифиле. There at Bethel, God promised him Потому что тогда в Вифиле Бог обещал ему. that he would make of him a great nation. Он сказал, что из него он произведет народ великий. And Jacob makes an incredible expression of faith in verse 11. И вот в 11 стихе Иаков и делает такое невероятное выражение и утверждение собственной веры. He said, deliver me from the hand of my brother Он Esau. говорит: избавь меня от руки брата моего For Исава, I fear him, lest he smite me and the mother and children. ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Now those children Вот эти дети, о are которых the идет речь, future nation of это Israel. будущая нация израильская. The 12 tribes of Это Israel. 12 колен Израилевых произошли именно из этого. Not only is Jacob threatened, И не только здесь был брошен вызов Иакову, и угроза была для него, but the covenant God made with но это была Abraham. угроза самому обетованию, которое Бог дал Аврааму. So in confirming his faith, Посему он здесь подтверждает свою веру. Jacob reminds God Он вновь утверждает ее, и он напоминает Господу. that if Esau comes and Он destroys говорит ему his family, иными словами, что если Исав придет, если он уничтожит мою семью, the promise you made to тогда Abraham will то be lost. обетование, которое ты дал Аврааму, оно погибнет. That's a confirming. Вот и это и есть подтверждающая вера. Hold on to those promises. Или утверждающая вера, Know потому that что God's taught. вы должны держаться за это обетование, и вы должны быть уверены до конца, что сам Бог говорил с вами, In и that давал вам awful это. struggle at И night, вот когда появляется такое борение ночью с Jacob вами, is very careful to точно так remind же God, так с Иаковом. Иаков был очень осторожен, you told me you'd be но with me. тем не менее он напоминал Господу, и он говорил: ты мне сказал, что ты будешь со мной, что ты прибудешь со мной. Here's the covenant you И made вот with это тот Abraham. завет, который ты сделал с Авраамом. Now my brother Esau is coming. И он сказал Господу: а вот теперь Господь, Исав, брат мой, гонится за What's he мной. doing? А что он делает He's тем самым? confirming the faith. Он утверждает собственную веру. A faith based on his commitment to the future. Вера, которая основана на его преданности и уповании на будущее. That he believed God had called him into. Он верит и надеется на то будущее, к которому он уверен, Господь сам призвал This его. is necessary if we prevail with И God. вот такое утверждение в вере, оно всегда необходимо, если мы подвязываемся к борьбу с Господом. We will not spend time in prayer. И мы не будем проводить время в молитве, We'll not pay the price of contending with God мы не заплатим цену борения с Господом, unless we're convinced we have a future in если God. только мы до конца не убеждены, что Бог уготовил для нас в будущем определенный план. Hear me closely.
слушайте There внимательно. must be that Вы conviction должны иметь вот эту убежденность в себе, that I have a future in что this. у меня вот в этом плане Божьем есть That God будущее. is talking. Оно уготовано для меня, потому что сам Бог говорил со We мной. must stand upon something God has said to us in our И life. мы должны опираться на что-то, что Господь сказал будет в нашей жизни. When we're weary И когда мы утомляемся, and it's not happening, когда мы вдруг чувствуем, что то, что Бог обещал нам, не происходит, то мы всегда можем стоять. if we're certain that God... Если мы до конца уверены, что сам Господь обетовал нам это. Now these are the ingredients И вот это и есть как бы that составляющие, must be in that life. принципы, которые должны быть в вашей If we're жизни, to truly contend если with вы God, на самом деле рассчитываете на то, чтобы вступить в состязание с Господом. we must confront our past. Потому что вы должны посмотреть на свое прошлое и примириться с ним. We see we're dragging long Если вы baggage вдруг and God видите, has что вы delivered us. тащите за собой вот этот груз прошлого, от которого, по сути дела, сам Бог избавил вас уже. Or if we have something bitterness in our heart, Или really not какая-то горечь возникла в сердцах ваших, и нет примирения с братьями, и вы не избавились от этой горечи. the greatest trick of that devil Самое большое ухищрение дьявола состоит в том, чтобы говорить вам, is to tell you that you have a right to be bitter. что у вас есть право испытывать эту горечь. I know what was done to me. Я знаю, что вот было сделано со мной, но это You прошлое. must confront Это не имеет отношения, вы должны с этим смириться, потому что это уже все прошло, это закончилось, вы должны оставить это за своими плечами и идти вперед. You must confront your fear. Потому что вы должны переступить через свой страх, это вторая You must составляющая. rise up to Вы that. должны восстать выше, чем ваше And чувство confront страха. those fears. Вы должны переступить через это чувство And you страха. must confirm your И faith. вы должны, третий принцип, подтвердить свою веру. God has called you. Потому что Бог сам призвал And вас, He will и Он непременно совершит то, к чему призвал You вас. must И вы должны веровать, что это так. You must confirm. Вы должны подтвердить это самому себе. When you pray, И когда вы молитесь, quote back to God. цитируйте это Господу точно так же, как Он цитировал. Говорите Ему, что Ты призвал Hold меня. His word. Цитируйте Его Слово. You said you'd never leave. Ты сказал мне, Господь, что Ты никогда не оставишь меня и не покинешь. And when you know you're a part of that И future, когда вот вы знаете, что вы есть часть того будущего, которое уготовил Господь, you can stand. что вы часть Его будущего плана, тогда вы можете стоять крепко. Start to Michelle. Встаньте,